Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы регулярно читаем разные новости об интересных событиях, об интересных людях, об актуальных событиях, чтобы вы могли лучше понимать русский язык и лучше говорить на разные интересные темы. Эти видео не самые простые, но вы удивитесь, насколько лучше вы будете понимать русский язык уже через полчаса. Поэтому давайте начнем, давайте посмотрим, что я приготовила для вас сегодня. Мы будем говорить об одном открытии, научном открытии, которое получило одну не менее известную, не менее престижную награду, не менее престижную, чем Нобелевская премия. Мы будем говорить об одном исследовании, как алкоголь влияет на изучение иностранных языков. И премия, которую это исследование получило, и мы с вами прочитаем про это исследование, и мы прочитаем небольшую статью про саму награду. Эта награда называется Шнобелевская премия. Я думаю, что вы 100% слышали про Нобелевскую премию, но, может быть, вы слышали про Шнобелевскую премию. Это основатель этой премии, Шнобелевской премии. И что это такое? Давайте прочитаем Википедию. Итак, Шнобелевская, Игнобелевская, Антинобелевская премия. Название в английском языке произошло от игры слов. Игра слов ignoble, что-то постыдное, что стыдно делать. Русский вариант названия этой премии Шнобель, Шнобелевская премия, и оно произошло от слова шнобель. Слово шнобель обозначает очень большой нос. И это слово пришло в русский язык из немецкого языка. В немецком языке это означает клюв у птицы, такой большой, может быть, небольшой, но у птиц есть клюв. Так вот, Шнобелевская премия, да, сейчас мы говорим Шнобель какой-то большой, очень большой нос. И это не всегда приятно. Не нужно говорить про других людей, что у них Шнобель. Или что у себя Шнобель. Нет. Итак, Шнобель, Шнобелевская премия– это пародия на престижную международную награду Нобелевскую премию. 10 Шнобелевских премий вручаются, отдаются, вручают, их дают в начале октября, то есть в то время, когда называются лауреаты настоящей Нобелевской премии. И эти призы, эти премии, Шнобелевские премии, дают за достижения, то, чего достигли, какие-то важные открытия, достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. И эта премия учреждена, ее учредили, она была основана в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных исследований». Шнобелевской премией награждают за необычные и остроумные исследования. Мне нравится слово остроумные. Остроумные могут быть шутки, может быть остроумный человек, остроумная книга, остроумный ответ. А здесь остроумные исследования, какие-то необычные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке. Подстегнуть, увеличить, сделать больше, заинтересовать больше людей. Это подстегнуть интерес. Да, людей к науке, медицине и технологиям. Сумма премии за 2020 год составляла $3500 Зимбабве, около $10 США. Мне кажется, здесь неправильная информация. Не нужно всегда верить Википедии.
Потому что я слышала, что приз лауреатом это 10 триллионов зимбабвийских долларов. 10 триллионов зимбабвийских долларов, что равно примерно 40 центам США. Поэтому не нужно верить всему, что написано в Википедии. Википедия может ошибаться. Мы это увидели прямо сейчас. Но давайте прочитаем исследование, которое должно нам помочь в изучении русского языка. И не только русского языка, но вообще любых языков. Итак, премия мира. Билингвы под мухой. Под мухой это выражение обозначает, когда немного человек выпил. Вот у нас есть такой жест, когда человек немного выпил алкоголя. Вот. И билингвы под мухой, когда они немного выпили. Итак, команда психологов под руководством Фрица Реннера, он их руководитель, он главный в этой команде, из Маастрихтского Маастрихтского университета получила Шнобелевскую премию мира за проверку популярной идеи, согласно которой, то есть эта идея, эта теория, эта идея говорит, что небольшое опьянение, когда человек немного пьян, когда человек немного выпил, опьянение, небольшое опьянение, повышает способность говорить на иностранном языке. То есть человек лучше говорит на иностранном языке. Исследователи отобрали 50 носителей немецкого языка. 50 человек отобрали, синоним выбрали, они нашли, выбрали 50 человек, для кого немецкий язык родной. Значит, они носители немецкого языка, которые недавно выучили нидерландский. Половине из них дали выпить немного алкоголя, а другая половина получила безалкогольный напиток. Абсолютно правильный эксперимент. У нас есть подопытная группа, а есть контрольная группа, с кем мы будем сравнивать результат. Давайте посмотрим, что было дальше. Затем каждый из испытуемых, тех, кто был в испытании, каждый из испытуемых побеседовал, поговорил с одним из экспериментаторов по-нидерландски. Носители нидерландского языка, которых попросили оценить видеозаписи этих разговоров. Да, там была еще группа экспертов, которая проверяла, как говорят эти носители языка. И их экспертов, носителей нидерландского языка, их попросили оценить, дать оценку, то есть сказать хорошо или плохо, оценить видеозаписи этих разговоров. И носители подтвердили. Подтвердили, значит сказали да, все так. Подтвердили. Антоним это опровергли. Сказать, что все было не так. Это была неправда. Например, в новостях сказали, что на Марсе есть жизнь. Ученые могут эту информацию подтвердить или опровергнуть. Подтвердить значит, они скажут, да, это правда. Или опровергнуть значит сказать, нет, это неправда. Что сказали носители нидерландского языка? Носители подтвердили. Добровольцы. Добровольцы– это люди, которые делают что-то по доброй воле, по своей воле. Они сами этого хотят. Добровольцы. Волонтеры– близкий синоним. Не всегда одинаковый, не всегда идентичный, но близко. Добровольцы, выпившие, которые выпили немного алкоголя, говорят на нидерландском более свободно. Хм. В частности, например, как пример, у них лучше произношение, как они произносят слова, как они говорят
лучше произношение. Правда, в этом случае правда это но. Правда, сами испытуемые не заметили, что выпивка улучшила их языковые навыки. Люди, кто был в этом испытании, кто был в этом эксперименте, испытуемые, не заметили, что алкоголь, алкогольный напиток, это выпивка, улучшила их языковые навыки. Лауреатам не удалось посетить церемонию. Они не пришли на церемонию, к сожалению, им не удалось, у них не получилось. Их речь зачитали Роберт Мертон и Сванте Паабо. Вот они здесь на фотографии. И это Роберт Мертон, американский социолог. Я посмотрела в интернете. Я не знаю эти имена, я посмотрела просто в интернете. И Сванте Паабо– это шведский ученый, он занимается генетикой. Он занимается генетикой. В ней, в речи, их речь сочетали Мертон и Паабо. В ней Реннер. Реннер– это руководитель этой группы ученых, кто делал этот эксперимент. В ней Реннер и его соавторы рассказали, что идея исследования пришла к ним во время международной научной конференции. Эта идея пришла к ним. То есть у них появилась эта идея, пришла идея, когда они выпивали в баре с коллегами со всего мира. Вот смотрите, было слово выпивка– это алкоголь. Выпивка– это алкогольный напиток. И выпивать– это пить алкогольные напитки. Логично. Да, они были на научной конференции и были в баре вместе с коллегами. Лауреаты также предупредили, сказали аккуратно, осторожно. Они предупредили, что не стоит, что не нужно, это того не стоит. Не стоит слишком налегать на алкоголь. Налегать– это злоупотреблять, слишком много употреблять, слишком много пить. Вообще, слово налегать обозначает давить на что-то всем своим телом. Мгм. Представьте, что вы в каноэ, вы в лодке, и у вас есть весло. И вот вы всем своим телом, всем своим весом давите на весло. Вы так налегаете. Другое значение у слова налегать– это заниматься этим очень интенсивно или делать что-то очень интенсивно. И поэтому налегать на алкоголь– это очень много пить. Можно налегать на учебу. Родители говорят, тебе нужно налечь на учебу, тебе нужно сильно заниматься, тебе нужно заниматься очень серьезно этим. Ну и так далее. Здесь лауреаты говорят, что не нужно, не стоит налегать на алкоголь при изучении иностранных языков, поскольку, потому что в больших количествах, количество, число, если этого много, в больших количествах, он отрицательно, негативно, отрицательно– это негативно, сказывается на умственных способностях. У нас есть умственный ум, умный человек и умственные способности, способности ума. Где еще может быть слово способный, способности? Например, способный ребенок очень рано научился читать, писать способный ребенок. У супергероев есть сверхспособности. Например, у Человека-паука есть сверхспособности. У Бэтмена, а какие сверхспособности у Бэтмена? Деньги. Ну, это тоже сверхспособность, знаете. Мы можем взять из этой статьи, что есть много разных способов учить иностранные языки. Главное найти тот, который будет для вас полезен не только с точки зрения изучения языка, но и полезен для здоровья. А если вам нравятся такие видео, то не забудьте поставить ему палец вверх
Можете написать в комментариях, что вы думаете о сегодняшней теме. Не забудьте скачать практику к этому видео, и мы с вами встретимся совсем скоро. Всем пока!